Вы, конечно же, не можете быть собой, потому что вас везде прогибают. Ты и есть вечность. Есть второе понимание быть собой. Тебя приглашают на вечеринку в 11 вечера. Ни одиночества, ни страха, ни сомнений не испытывать дискомфорт. Давайте тогда, ладно. В общем, нормально, когда ты устанешь от всего этого, когда поймешь, что жизнь не заключается только в этой гонке, в этом бегстве от себя, и что нужно побыть собой и знать, что такое быть собой, потому что есть два типа высказывания. Быть собой – это означает следовать своим намерениям, следовать своим вкусам, взглядам, своему мнению, выражать себя. Это означает быть собой. То есть какие-то твои проявления внешние – это означает быть собой. То есть если ты выбрала стиль жизни, образ жизни, стиль там, питания, режим какой-то жизненный, ты выбрала, и ты следуешь этому. Если тебя приглашают на вечеринку, которая начинается там в 11 вечера, ты решаешь, что нет, это не для тебя. Это тебе не подходит, потому что твой сон, вот тебе лучше так. Ну, то есть и ты следуешь себе, да. Это означает быть собой. Не прогибаться под какие-то события. То есть не притворяться, не подыгрывать, а следовать своему мнению. Это одно понимание быть собой. Есть второе понимание быть собой. Быть собой означает в буквальном смысле осознавать себя вне мыслей, вне поступков, вне поведений, вне действий, вне взаимодействий. Это означает быть собой. Узнать, как быть собой в жизни в обеих направлениях. Уходит немало времени. В первом случае, а во втором случае совсем немного. Несколько секунд, и ты узнаешь, что такое быть собой, по-настоящему быть собой. Одно – это обертка, то, что я вам объяснял, да, проявление ваше поведение, ваш внешний образ, то, чему вы следуете, ваши ценности, проявление вашего характера. Этому вы учитесь всю жизнь, и это меняется, может меняться, если вы разумный человек. Но первое состояние, оно не меняется. Быть собой в буквальном смысле быть собой. Человек не обращает внимания на свою бытийность, на ощущение себя самого в моменте, обучаясь тому, как быть собой в ситуациях. Вы, конечно же, не можете быть собой в ситуациях, потому что вас везде прогибают, постоянно вас заставляют подчиняться условиям, постоянно, везде. Вы фактически мечтаете быть собой в проявлениях, но у вас не получается. Вы соглашаетесь, идете на компромиссы или проигрываете и так далее. Практически ни у кого не получается быть собой. Просто игра. Вы хотели бы быть собой во внешней жизни, но у вас не получается. Чем бы вы ни занимались. Но это бесконечные попытки быть собой. А вот то, о чем я говорю, то, что вы здесь будете постигать и постигнете в одну секунду буквально, сразу же, появляется ощущение себя самого, которому не требуется ни проявления, ни подтверждения, что это ты, что ты именно такой. Тебе не нужно ничего подтверждения. И никто не может опровергнуть, что ты именно такой, как ты себя сейчас именно чувствуешь. И что ты существуешь вне всяких сомнений, как нечто вечное. Вы можете сомневаться, вы думаете, что являетесь телом, которое живет определенный промежуток времени, несколько лет, несколько десятков лет. Это ваши представления. Но они вам неизвестны. Вы просто думаете, сколько вы проживете. Вы думаете, что я проживу примерно, 70 лет, не меньше. Вы не знаете. Но то, что вы точно можете узнать, направив внимание на себя, вы можете узнать на 100% ощущение своей вечности. Вы никогда не умираете.
Даже что бы ни происходило с этим телом, заболеет оно, умрет, то, чем ты являешься, не умирает. Ты ощутишь то, чем ты являешься. И не имеет значения, какие при этом ощущения тела. Ощущения тела не касаются этого ощущения, которое тебе открывается. Это когда-то называли душа, дух, как угодно. Но это открывается, и ты явно понимаешь, что ты вечность. Ты и есть вечность. И если тебе открылось это ощущение, то тогда ты никогда не чувствуешь ни одиночества, ни страха, ни сомнений. Нет метаний внутренних, никаких вообще. Нет страха умереть, потому что то, чем ты в действительности являешься, оно не умирает. Оно не болеет. Оно не испытывает дискомфорта вообще никакого. Никогда. Что бы ни происходило с телом, это не испытывает дискомфорта, то, чем ты являешься. И здесь ты можешь это познать. Так что это тебе не развлечение здесь. Ты не забежала, ты пришла сюда навсегда.